Всем привет! Наконец-то получил долгожданную посылку с подарком от компании Amazfit. Это часы Amazfit GTS. 3 месяца вот с Нового года ждал данную посылку. Сейчас мы будем доставать часы, подключать, настраивать. Как такового обзора на них не будет, так как в сети и так предостаточно обзоров с перечислением всех их функций, возможностей и прочей лабуды. Мне больше интересны их спортивные функции, вот особенно режим бега. Сейчас будем доставать, подключать, настраивать и потом побежим с ними на пробежку. Посмотрим, насколько точно часы отображают маршрут, как работает GPS, как точно подсчитывают шаги, расстояния, прочие спортивные показатели. Ну и попробуем сделать вывод, можно ли их использовать или это просто игрушка для показа времени. Так, сейчас у нас будет такой небольшой своеобразный анбоксинг. Распечатаем, посмотрим, а то это уже вторая доставка. Первый раз я получил пустую посылку. Был очень приятно удивлен. Да, немножечко неаккуратненько, но ничего не поделать. Вот такой я рукожоп. Вот. Надеюсь, эта коробочка будет не пустая, как в прошлый раз. Приятно. Так, сейчас будем включать и подключать к телефону. Итак, запускаем приложение. Добавить часы. Amazfit GTS. Так, тестируем QR-код подключения. Сразу извиняюсь за качество видеозаписи, так как записываю на GoPro. Фотоаппаратами и прочей хорошей видеотехникой не владею, поэтому на свежем воздухе и при хорошем освещении качество записи отличное, а в помещении может быть не очень. Итак, часы полностью обновились. Сейчас мы добавим в Amazfit синхронизацию со Stravой, чтобы после синхронизации с часами данные о тренировках поступали также и туда, так как я и пользуюсь. Так, электронный адрес. И пароль. Разрешить. Ну вот, Amazfit синхронизировали со Stravой, часы обновили, более-менее настроили. И теперь можно отправляться на пробежки, тестировать сами часы в беговом режиме. Всем доброго утра. На улице у нас еще темно. Рассвет будет через полчаса. Но это не повод не побегать. И сейчас вот потестируем часы. Сейчас заодно, кстати, проверим, как они ловят GPS, насколько быстро. Ну и побежим, посмотрим, что там с расстоянием и прочим. Вот так вот. Нацепил вместе с Унта. Сегодня побегу с двумя. Посравниваю, как будет выглядеть. Итак. Сунта буквально вот секунда-две, и GPS поймался. Сейчас запустим Amazfit. Вот выбор спортивных режимов. Выбираем бег на открытом воздухе. Ну, вот все. Пошел поиск. Так, на улице немножко ветрено, и походу мы успеем замерзнуть, пока здесь поймаются спутники. Так, 30 секунд ушло у GTS, чтобы поймать спутники. У Сунта буквально секунда-полторы. Ну, посмотрим, что будет в следующие разы, пока вот GTS не очень себя показал в этом. Побежим!
из наблюдений. Пробежал чуть больше 2 километров. В принципе, расстояние, там разница буквально метров 100-150. GTS немножко отстает, но уже потом по трекам посмотрим, кто более точно показывает. Темп показывает более-менее верно. Где-то 4.35, 4.40. Причем и Сунта, и GTS. В принципе, вот пока бегу, показатели устраивают. Сегодня побегаю с 2 часами, потом пару-тройку дней только с GTS, потом опять с 2 часами, и потом уже после всего недельки 2-3 сделаю общее сравнение. Треки, время, темп, пульс и прочее. Вот. Ну, пока вроде все нравится. Бежим дальше. Бежал уже 6. В принципе, часы работают так же, как и в начале. Расхождения обоих часов незначительные. Вот так идут ноздря в ноздрю. Там буквально на сотые единицы расхождения в показателях. Расстояние, темп, все отлично. Единственное, вот пульсу пока немножко не доверяю. Ну а так все хорошо. Ну вот, такая проверочная пробежка на 12 километров прошла. Ну, если так на взгляд, то по расстоянию это Amazfit отставал примерно где-то метров на 30. Темп держали, в принципе, одинаково. Время, общая пробежки и прочее вроде тоже. Так, если на первый взгляд похоже. Ну вот сейчас уже выгружу данные, там сравню более точно, что, как, где было показано. А у нас уже рассвет. Солнышко встает. Вообще супер. Сейчас чай, кофе и на работу. Пробежался с утра небольшую пробежечку, потестировал часы. Сейчас вот как раз сравним записанные показатели и посмотрим, каков получился результат. Но вот, когда бежал, на первый взгляд впечатления были очень положительные о часах. А сейчас приступим к сравнению по показателям, записанным в программы. Итак, сперва посмотрим, что у нас в программе Amazfit получилось, какие данные. Вот сегодняшняя пробежка. Данные о ней. Общий результат получается час 05. Время тренировки, средний темп 5:23. Дистанция 12 километров 180 метров. Ну и здесь прочие показатели. То есть разбивка по кругам. Сейчас посмотрим, что записалось в программе Сунта. И потом выведу два этих показателя одновременно на экран. Так, от Сунта у нас и сегодняшняя пробежка. Так, час 05, 12 километров 210 метров, вот небольшое различие, средний темп 5:22, ну почти одинаков. Как бы, в принципе, показатели
схожи. То есть вот по первому впечатлению часы очень даже ничего себя Amazfit GTS повели. Вот разбивка по кругам. Можно будет потом сравнить с Amazfit. Я думаю, разница будет невелика. Вот, если так с первого впечатления, то в принципе очень даже доволен. Сейчас посмотрим, как треки накладываются на карту. Вот для примера планета Гугла. Начнем. Так, это у нас трек от Amazfit. Вот, местами трек идет более-менее нормально, то есть вот по дорожкам, тропинкам. Тут мы немножко заходим на дома. Вот, выходим на проезжую часть местами. Но более-менее терпимо так, 50 на 50. Для домашнего пользования пойдет. Теперь посмотрим трек от Сунта. Здесь мы идем по тропинке, по дорожкам, немножко тоже уходим в стороны. Ну, точность тоже, в принципе, не стопроцентная. Тоже есть выход на проезжую часть. И сейчас мы сравним их вместе, наложим друг на друга. Вот. Местами треки пляшут, местами идут один в один. Ну, в принципе, отображение похоже. Может быть, Сунта чуточку поточнее показывает. В общем, первые впечатления от пробежки, часы очень даже хороши. То есть для так любителей бега, побегать там раз-два в неделю, порекомендовал бы и взял бы себе. Сейчас вот, как и говорил в начале видео, побегаю побольше, посмотрю, что выдаст статистика. А пока очень даже ничего, доволен.